Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Дельман. С праздниками всех! Кого с прошедшими, кого с наступающими, кто что празднует. Сегодня будем говорить о Гарри Поттере. И, конечно, спасибо всем, кто в этом году нас поддерживал. И, надеюсь, кто будет поддерживать и в будущем. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нам помогает на платформе Boosty, и кто сегодня в честь Нового года не забудет поставить лайки и сделать репосты. В 2006 году в Нью-Йорке проходило благотворительное мероприятие. Позвали 3 известных, знаменитых писателей на благотворительное чтение. Это мероприятие называлось «Вечер с Гарри, Кэрри и Гарпом». За Гарри отвечала Джоан Роулинг, за Кэрри создатель Кэрри Стивен Кинг, а за Гарпа Джон Ирвинг, написавший книгу «Мир по Гарпу». Все писатели очень известные, но очень быстро в центре этого вечера оказалась Джоан Роулинг. В тот момент уже вышло 6 Гарри Поттеров, и весь мир с напряжением ждал выхода последней 7-й книги. Выход был назначен на лето 2007 года. Но все очень переживали. Как вы помните, к концу 6-й книги ситуация становится в мире у Гарри очень и очень мрачной и напряженной. Лорд Волдеморт приходит к власти практически. Да, заранее прошу прощения, я имена все буду называть в английском варианте. К переводу как-то я не очень привыкла. Ходили слухи, что Гарри может погибнуть. И Роулинг не говорила ни да, ни нет. Она, конечно, большой мастер пиара. На этом вечере тоже очень быстро началось обсуждение. А что будет? Выяснилось, что и Кинг, и Ирвинг очень переживают по этому поводу, несмотря на то, что их произведения весьма жестокие. Ирвинг сказал: я держу пальцы скрещенными за Гарри, я переживаю за него, мол, не убивай Гарри, пожалуйста. Очень трогательно эти оба таких вот мрачных писателя стали просить Роулинг: пожалей деток, не убивай Гарри. На что Роулинг им ответила: в 7-й книге умрут 2 героя, которых я не собиралась убивать. Эту цену придется заплатить. Мы ведь имеем дело с абсолютным злом. Они не целятся во второстепенных персонажей, не правда ли? Их интересуют главные герои. Ну что ж, так и будет. Ирвинг и Кинг, ну уж не знаю, искренне или сделали вид, что они очень шокированы такой перспективой. И можно себе представить, как были шокированы все слушатели. И все, конечно, сразу стали обсуждать, а кто эти 2 персонажа? Неужели Гарри и Рон? Неужели Рон и Гермиона? Неужели этот? И когда они снова во время этой передачи стали ей говорить, что ну дети же читают, то она им сказала: моим поклонникам придется смириться с гибелью их любимых персонажей. Я укрепляю их перед встречей с книгами Джона и Стивена. Идея понятна, мол, вы сами какие ужасы пишете, а меня еще тут в чем-то обвиняете. Напряжение сохранилось. Чем ближе было к лету 2007 года, тем больше было волнения. Я, как большой фанат Гарри Поттера, очень хорошо это помню. И, конечно, очень хотелось понять, что же будет, как все завершится. Ну, с одной стороны, вроде бы как можно предположить было, что все закончится хорошо. А если нет? А вдруг все будет ужасно, или все будет хорошо, но ценой гибели героя. В общем, очень мы все волновались. Начало продажи книг было назначено на 12 ночи, в ночь с пятницы на субботу, 20 на 21 июля 2007 года. Уже все занимали очереди. Это, кстати, вызвало большое волнение в Израиле, потому что продавцам пришлось нарушить субботу для того, чтобы начать продажи. Ну, конечно, продажи начались. Где-то примерно за неделю в интернете появился некий текст. Даже, кажется, 2, но я сталкивалась с одним, про который было сказано: вот эта утечка, вот он текст 7-го романа. Я кинулась читать, что-то как-то странно, какой-то очень примитивный язык. Но те, кто читали Джоан Роулинг в оригинале, знают, что у нее прекрасный совершенно английский язык. А тут
как-то все странно, очень просто. Оказалось, что это фальшивка. Ладно, ждем дальше. Очень хорошо помню, что в среду, значит, вот всего за несколько дней до выхода был выложен текст настоящий. Причем человек, который это сделал, совершил удивительную вещь. Все представляют себе, что 7-я книга «Гарри Поттер и дары смерти» – это очень толстый том. Вот кто-то в типографии, очевидно, сфотографировал все развороты и выложил их в интернет. Я так думаю, что при желании, наверное, можно было найти этого человека. Не знаю, нашли или нет, потому что там были видны рукава рубашки, были видны руки, которые это держали. Но, во всяком случае, текст оказался. И, уж простите, нехорошо пользоваться пиратской продукцией, но удержаться было невозможно. И я начала со среды скорее читать. А я очень торопилась, потому что чувствовала, что как только книга выйдет, тут же кто-нибудь заглянет просто в ее конец и раструбит на весь мир, кто же погиб, или там погибли Гарри, и уже большая часть интереса будет потеряна. Кстати, я оказалась права, потому что 21 июля, где-то часов в 12, уже по «Эху Москвы» сообщили, чем дело кончается, что было совершенно неправильно, на мой взгляд. Конечно же, дочитать до субботы эти вот фотографии в PDF было нелегко, глаза слезились, но старалась всеми силами. А в ночь с пятницы на субботу мой молодой приятель и сосед по даче, с которым мы разделяли любовь к Гарри Поттеру, поехал в Москву, в магазине «Москва» купил книжку себе, купил книжку мне, привез, и я уже в субботу читала бумажную книгу и наслаждалась этим замечательным произведением. Мне тут в комментарии на один из моих постов, где я в очередной раз цитирую Гарри Поттера, критическое замечание написали и совет дали. Сказали: Тамара Натановна, вы хоть что-нибудь кроме Гарри Поттера прочитали бы? Отвечаю, читала роман Джоан Роулинг «Случайная вакансия», читала 7 романов Джоан Роулинг, она же Роберт Гилбрайт, о Корморане Страйке. Ну, еще кое-какие книжки тоже мне встречались. Что касается Гарри Поттера, то все 7 книг я читала несколько раз. И несколько раз, по-моему, 3 раза прослушала аудиокниги в совершенно гениальном чтении Стивена Фрая. Так что, простите, но Гарри Поттер – это что-то, с чем я постоянно живу. Конечно, интересно поговорить не просто, теперь мы уже знаем, большинство из нас, по крайней мере, чем все заканчивается, вот не просто поговорить, а что там происходило, а попытаться разобраться, каким образом эти книги, а потом и фильмы добились такого огромного успеха. Есть книга, которая называется «Гарри Поттер. История глобального бизнес-феномена». Это, конечно, явление бизнеса, очень хорошо продуманного и четкого бизнеса. Там замечательный пиар. Там прекрасно были продуманы интервалы между выпусками книг, которые, с одной стороны, подогревали невероятный интерес, а с другой стороны, не были слишком долгими, чтобы уже мы забыли и махнули рукой. Там был создан бренд настоящий. При этом Джоан Роулинг контролировала и контролирует все, что связано с этим брендом. Не позволяла никаких отступлений слишком сильных, и не позволяет и до сих пор. И результат нам известен. Это миллионы экземпляров, это переводы на десятки и десятки языков, это невероятно популярные фильмы. И теперь бывшая бедная мать-одиночка живет в замке со счастливой семьей, надеюсь, что со счастливой. Конечно, это невероятный бизнес-успех, но далеко не только бизнес. Конечно, очень хорошая литература. Настаиваю на этом. Это, конечно, культурное явление, очень важное. Почему вот именно такая книга? Почему фэнтези? Почему люди готовы читать 7 книг подряд? Все тоже очень интересно. Это социологическое явление. Здесь интересно посмотреть и на то, как общество реагирует, и на то, какие общественные проблемы показаны в книге, а там их очень много. И эти книги – это реакция на множество очень важных проблем нашего времени. И с этой стороны она тоже интересна. Можно говорить о Гарри Поттере как о явлении в сфере образования, и в сфере психологии, и в сфере культуры. Ну,
Это настолько действительно многогранное явление, что я совершенно убеждена, что его будут изучать далеко не только историки литературы, но и историки просто, и культурологи, и социологи, да уже изучают. Достаточно посмотреть на гигантское разнообразие самых разных исследований, посвященных творчеству Роулинг и Гарри Поттеру в частности. Я не буду воспроизводить в подробностях всем сегодня известную эту историю Золушки, хотя, конечно, история взлета Джоан Роулинг тоже сыграла свою роль, безусловно. В 90-м году в поезде Манчестер-Лондон она сидит, поезд останавливается, и в течение нескольких часов она обдумывает вдруг явившуюся ей идею о мальчике, который неожиданно узнает, что он волшебник. И к тому моменту, когда она приезжает в Лондон, она уже, как она потом объясняла, продумала всю структуру книг. Когда потом, уже зная, чем дело кончится, перечитываешь снова сначала, то видишь действительно, как там с первых книг заложены какие-то намеки, какие-то ниточки, которые потом будут тянуться и срабатывать где-нибудь там в 4-й, в 5-й, в 6-й книге. Дальше, как мы знаем, у нее тяжелый период жизни, она уезжает в Португалию преподавать английский, она выходит замуж, у нее очень неудачная, тяжелая семейная жизнь. Ее бывший муж, правда, сегодня опровергает все, что она о нем говорит. Тут трудно рассудить, где правда, но во всяком случае ей жить там тяжело. Она уезжает с дочкой в Англию, вернее в Шотландию, где живет ее сестра с мужем. Она подает на развод. И вот в Эдинбурге мать-одиночка, которая решает жить на пособие. С одной стороны, чтобы не отвлекаться, с другой, у нее просто нет возможностей никаких жить по-другому, потому что она должна ходить на курсы специальные, чтобы получить сертификат, который даст ей возможность преподавать в Англии. Но у нее нет возможности ходить на эти курсы, потому что нет денег на няню, ей не с кем оставить дочку. И в результате она решает, что ей проще будет получать пособие, но ей там друзья помогали в какой-то момент. Это не так, чтобы она голодала. Но у нее непростая ситуация. Она проводит по много часов каждый день, гуляя с коляской по Эдинбургу, заходя в разные кафе и работает, сидя в кафе. Позже она напишет: не секрет, что лучшее место для письма, с моей точки зрения, это кафе. Вам не нужно самим варить себе кофе. Вы не чувствуете себя в одиночной камере. А если вам не пишется, то вы можете встать и пройти до следующего кафе, перезарядить свои батарейки и дать мозгу время все обдумать. Лучше всего писать в кафе, где достаточно народу, чтобы вас никто не замечал, но не слишком много, чтобы вам не пришлось делить столик с кем-нибудь еще. Сегодня несколько кафе в Эдинбурге претендуют на то, что здесь писался Гарри Поттер. Другие, где явно Джоан Роулинг ничего не писала, они пошли по другому пути и иногда вывешивают таблички: здесь Джоан Роулинг не писала Гарри Поттера. Начала она, судя по всему, в кафе Николсонс, где ее привечали сильно, но, очевидно, потому что одним из хозяев этого кафе был муж ее сестры, и она там много времени проводила. Потом в этом здании был китайский ресторан, сегодня снова кафе. Там уже все изменилось сильно, но это было место начала работы. Она много писала в кафе Треверс, который находится при театре. Там, очевидно, у нее было общение какое-то. Самое знаменитое, или, скажем так, самое раскрученное эдинбургское кафе из тех, где работала Джоан Роулинг, оно называется The Elephant House, дом слона, не знаю почему. Туда вообще очень трудно попасть, то есть зайти-то можно, там ничего невозможно купить, потому что там всегда толпа людей. Толпа эта настолько заинтересована именно в Джоан Роулинг, там туалет весь исписали, граффити, примерно как в Булгаковском доме в Москве, что хозяева кафе стали брать деньги за право фотографировать внутри. То есть ты не можешь просто забежать, увидеть: ой, очередь, я ничего не буду брать, раз, ушел. Нет, плати денежку. Все пытаются как-то нажиться на славе Гарри Поттера. Надо сказать, что эти годы, проведенные в Шотландии, собственно, она и до сих пор живет в Шотландии, они очень сильно сказались на Гарри, потому что, я даже не говорю о том, что профессор МакГонагал в шотландской юбке регулярно появляется, или халат у нее тоже в клетку шотландскую. Там очень много имен, ассоциаций, связанных именно с Шотландией. Не случайно больница
у волшебников называется Сент-Мунго, потому что это один из популярнейших шотландских именно святых. Ну и много всего другого. Конечно, когда вышли первые книги, и особенно когда начали выходить фильмы, она уже не могла себе позволить писать в кафе. Просто потому что вот эта вот ситуация, которую она описывает, когда достаточно много людей, чтобы вас никто не замечал, то есть такая анонимность, но и нет толпы особой, она уже была для нее невозможна, потому что ее все узнавали. И она писала у себя дома, она писала в отелях. Вот последнего Гарри Поттера она завершила тоже в Эдинбурге, но уже совсем не в кафе, а в очень знаменитом, очень дорогом отеле «Балморал», который находится в самом центре города, вот рядом со станцией железнодорожной. Очень характерно, что вокзал в Эдинбурге называется Уэверли в честь другого шотландского литератора, в честь книги знаменитой Вальтер Скотта. Рядом с вокзалом Уэверли находится отель с видом на Эдинбургский замок, где Джоан Роулинг работала. Сегодня можно даже поселиться в этом номере, всего 1000 фунтов за сутки, и номер ваш. Когда она закончила, то в номере этом, значит, стоял бюст бога Гермеса. Не спрашивайте, почему, не знаю. И она не удержалась и на нем свое граффити сделала. В этой комнате, номер 552, Джей Кей Роулинг закончила работу над книгой «Гарри Поттер и дары смерти» 11 января 2007 года. Надо сказать, что администрация отеля, насколько известно, не была в претензии к Джоан Роулинг за то, что она испортила бюст, стоявший в номере, а наоборот его выставили где-то на всеобщее обозрение. За 12 лет как произошла вот эта перемена от никому неизвестной молодой женщины, которая сидит с коляской и что-то там такое пишет. У нее даже компьютера не было, она сначала на машинке все это печатала. У нее не было денег на ксерокс, и, очевидно, у нее не было копирки, или она не знала ее существования, потому что когда ей надо было посылать уже рукопись в редакции, то она перепечатала ее 2-й раз, чтобы у нее что-то осталось. Так, по крайней мере, гласит легенда. Вот от этой молодой женщины к суперзвезде. Что произошло? Вначале, вообще-то, шансов у нее было очень мало. Это какая-то странная тема. Сюжет, который к концу первой книги, в какой-то мере разрешается, но, в общем, ясно совершенно, что он не закончен. И будет ли кто-то читать много книг подряд? В первом Гарри Поттере около 90 000 слов, и это в тот момент считалось совершенно невозможным для детского чтения. В такой средней, стандартной детской книге, выходившей в 90-е в англоязычных странах, должно было быть около 50 000 слов. И то это, в общем, многовато. Не так уж много дети и подростки читают. Помимо того, что это странный сюжет, позже будут упрекать, что он очень мрачный, что он может испугать всех. Когда после 12 отказов 13-е издательство Блумсбери, где как раз незадолго до этого открылось детское отделение, они примут книгу, то они попросят ее сменить имя на обложке, потому что Джоан Роулинг, как они думали, будет отпугивать мальчиков. Мальчики не захотят читать книгу какой-то теткой написанную. Поэтому автор Джей Кей Роулинг неясно, мужчина или женщина. То есть вот вроде бы все против. Слишком большой объем, слишком длинная серия задумана на непонятную тему, с какими-то страхами и ужасами. Тетка написала, кто это будет читать. То есть вот очень много факторов против. Дальше, во-первых, сработал один, самый главный фактор. Гарри Поттера очень интересно читать. Это видно в начале подъема Роулинга Гарри Поттера. Она отправила в литературное агентство рукопись, и это агентство вообще не занималось детскими книгами. И секретарша сразу, увидев, что это книга для детей, для подростков, она ее отложила в стопочку отказов. Но рукопись была в такой немножечко необычной папке черной. И она заинтересовалась просто, а что это за папка? Взяла ее, открыла и стала читать. И тут же подсела. Передала начальнику, тот тоже открыл и понял, какой это бриллиант. Мы можем сказать, да, в 12 издательствах не поняли. Не поняли, ладно. В Блумсбери ровно то же самое произошло.
мало ли там неизвестных авторов что-то присылают. Точно так же потом, правда, когда уже вышел в Англии текст Гарри Поттера, то американский издатель на книжной ярмарке во Франкфурте увидел книгу, открыл. Вот это вот рассказ о том, что я открыл и уже не мог оторваться, их очень много вокруг Гарри Поттера. И я это прекрасно понимаю, потому что со мной ровно то же самое произошло. Моя подруга дала мне книгу, я ни малейшего представления не имела об этой книге, вообще не слышала даже. И я еще как-то сомневалась, времени нет, круто, мальчика какого-то. Тоже я ее отложила, а потом открыла. И все. Но дело, конечно, не только в этом. Интересных книг вообще-то в мире написано очень много. У Роулинг в ее книгах увлекательность связана еще с очень большим количеством факторов, которые тоже на нас влияют. Это, кстати, касается и Гарри Поттера, и романов о Страйке. Но, во-первых, они опираются на очень большую литературную традицию. Она очень хорошо начитана и использует какие-то аллюзии, какие-то отсылки совершенно замечательно. Она работает, в общем, в русле сразу нескольких традиций литературных. И все эти традиции находят очень большой отклик в душах читателей. Вообще-то, прежде всего, как мне кажется, романы о Гарри Поттере – это совершенно не романы о волшебниках, волшебницах. Это все здорово, естественно. Во-первых, это то, что называется роман воспитания, которых в мире огромное количество. И в частности, в английской литературе, начиная с Тома Джонса, Филдинга, Оливер Твист или тем более Дэвид Копперфильд у Диккенса. И еще огромное количество таких книг. И не только, конечно, в английской. Можно вспомнить там «Детство, отрочество» Толстого и много-много всего другого. Роман о том, как ребенок становится подростком и выходит во взрослую жизнь, это то, что всем нам понятно. Это то, что все мы в той или иной форме переживали. И проблемы, с которыми сталкивается Гарри, независимо от того, волшебник он, не волшебник он, это проблемы в семье, это выстраивание отношений в школе с друзьями, с врагами, с учителями, это любовь первая. Вот это какие-то вещи всем понятные и для всех очень важные. При этом Гарри Поттер – это не просто роман взросления, это еще вообще очень хорошие книги о школе. Там прекрасно показана школьная жизнь. Хотя она может быть необычная. А с другой стороны, здесь тоже, особенно, конечно, для британского читателя, огромное количество знакомых вещей. То есть, что существует в Великобритании? Начальная школа, куда идут с 7 лет. Затем в районе 11-12 школу обычно меняют, как и должно было произойти с Гарри, когда ему исполнилось 11 лет. И вот он получает приглашение в Хогвартс. Это 5 лет образования, потом экзамены. Потом можно школу оставить теоретически, но если ты хочешь поступать в университет, то ты учишься еще 2 года, у тебя предметы по выбору. Это те предметы, сертификаты о сдаче экзаменов, по которым ты будешь потом предъявлять в университете. Хогвартс, конечно, такое хитрое заведение, потому что он вроде бы как и школа, и университет. Ничего после Хогвартса уже никуда поступать не надо. Но сама структура воспроизводит структуру британских школ. Точно так же, как деление на то, что у нас не очень правильно называют факультетами, а по-английски это house, дом. Вот это вот деление на 4 дома, которые есть в Хогвартсе, это тоже воспроизводит очень многие, скажем, частные школы и в Англии, и в Америке. Предполагается, что таким образом ты ощущаешь какую-то свою более тесную связь со школой, вот с этим отделением, с этим факультетом, где ты живешь и учишься. Точно так же, как форма, безусловно, которую очень любят английские школы, она тоже дает тебе такое вот ощущение связи со школой. Это все реалии, совершенно понятные всем англоязычным читателям. Так же, как огромная роль спорта, конечно же. И квиддич соединяет, скажем, крикет и футбол, может быть, наверное, прежде всего крикет все-таки, или регби. Это очень понятные тоже англоязычным читателям вещи, да и не только англоязычным. Дисциплина со строгими наказаниями, с мечтами Аргуса Филча о возрождении телесных наказаний тоже очень хорошо
всем знакомо. В английских школах вообще-то порядки достаточно суровые. И надо сказать, что телесные наказания были отменены в государственных школах в Великобритании только в 1987 году, а в частных школах только в 1998, когда Роулинг уже выпускала свои романы. Это казалось таким вполне правильным средством для того, чтобы держать детей в рамках, скажем так. Тут даже не надо ссылаться на какие-то британские реалии с их экзаменами, с их правилами. Но вот если подумать, то там, конечно, воспроизведена всем очень хорошо знакомая и понятная ситуация, что у тебя есть друзья, есть кто-то, кого ты очень не любишь, есть травля, есть те, кто, может быть, тебе симпатизируют, а могут в случае чего и отвернуться от тебя. Есть учителя, которые незаслуженно тебя обижают. Или всякие глупости говорят, попусту проходят эти уроки. Есть учителя, вызывающие огромное уважение, учителя, вызывающие страх, учителя, вызывающие любовь и так далее и тому подобное. Мало того, даже если посмотреть на учебное расписание в Хогвартсе, то это абсолютно тоже ясные вещи. Мы сейчас поговорим о магической составляющей, но если посмотреть на Хогвартс просто как на школу, то мы можем сказать, что charms, заклинания, это, конечно, изучение языка, даже литературы, предположим. История магии, понятно, что это история. Potions, зелья, это химия. Arithmancy, нумерология, это математика. Квиддич, понятно, что это физкультура. Травология – это биология. Вполне учебный план, всем доступный, показан. Хотя он переведен в какую-то магическую плоскость. Но магическую плоскость, конечно, забывать тоже не стоит. С одной стороны, эти книги, они нам дают возможность соотнести опыт Гарри со своим опытом. Опытом учебы в школе, опытом взросления. В то же время очень многие романы взросления построены по древней схеме, которую кто-то из авторов учитывает, а кто-то, может быть, и нет. Но она все равно, она существует из века. И что происходит в огромном количестве таких книг? Герой уходит из дома, он может уйти в школу, как в случае с Гарри, или он отправляется в путешествие, или он бежит из дома. Вариантов огромное количество. Дальше с ним что-то происходит, он проходит через какие-то испытания, через какие-то проблемы, встречается с совершенно новыми людьми и возвращается абсолютно изменившийся, узнавший мир. Вот эти истории, которые мы можем увидеть у Гекльберри Финна или «Над пропастью воржи», и еще в огромном количестве, у Дэвида Копперфильда, это ведь, по сути дела, тот механизм, который работает в волшебных сказках, как давно уже показал Владимир Яковлевич Проб, знаменитый филолог, что происходит практически в любой волшебной сказке. Герой или героиня уходит, попадает в некий иной мир, там есть волшебные помощники, там есть испытания, возвращается, выполнив какое-то задание, найдя перо жар-птицы или Василису Прекрасную, освободив, еще что-то. И обычно все заканчивается свадебкой. В Гарри Поттере, может быть, до свадьбы не дошло, но до счастливой любви дошло. Я там был, мед, пиво пил. Почему свадебкой? Проб один из первых заметил связь волшебной сказки с древними обрядами инициации, когда тоже юноши уходили в лес, где жуткие иногда с ними совершенно вещи творили их же родственники, но в страшных масках, изображая духов. А когда они возвращались, они уже считались взрослыми людьми, они могли охотиться с племенем своим, они могли жениться и так далее. Вот эта вот подкладка в истории Гарри, уходящая корнями на много тысяч лет назад, можем сказать, что это обряд инициации, можем сказать, что это структура волшебной сказки. Но это все, конечно, не случайно. Во-первых, это какое-то такое базовое для всего человечества представление о развитии юного человека, юного существа, скажем так, о превращении подростка и ребенка во взрослого. А во-вторых, за этим стоит, конечно, древняя магия. Не случайно обряды инициации якобы проводят духи, и там вершатся волшебные вещи. А магия – это то, что, конечно же, пронизывает романы о Гарри Поттере.
И надо сказать такую вещь. То, что сегодня называется жанром фэнтези, и что можно найти на книжном прилавке где угодно, на вокзале, в супермаркете, в любом книжном магазине, это жанр не такой уж древний. Конечно, волшебные сказки были всегда. И это один из самых древних жанров. Литературные сказки в европейском мире, по крайней мере, появляются далеко не сразу. Когда Шарль Перро в 17 веке публикует свои сказки, то он не называет свое имя, или, вернее, он не называет свое авторство. Он говорит, что-то он записал за кормилицей сына. Ну, то есть, как бы, извините, вот я решил побаловаться. И настоящий расцвет литературных сказок, это будет, конечно, 19 век. Это будет время, когда мир будет двигаться к жанру фэнтези, к жанру, создающему особые миры. То есть, не просто там где-то появился серый волк, который решил красную шапочку съесть, или даже привидение. В XIX веке, особенно, кстати, в английской литературе, очень любили рассказы о привидениях. Оно приходит из другого мира. Но в наш обычный мир только там какой-то прорыв происходит. Вот только ко второй половине XIX века распространилась мода на то, чтобы писать не просто о каких-то чудесных явлениях, а описывать какой-то совершенно особый мир. Он, кстати, может существовать в 2 шагах от нашего обычного. Это уже, скажем, в 20 веке будут лететь на другие планеты, еще что-то. А так сначала он может быть совсем рядом. Но он живет по своим правилам. В 1858 году британский литератор Джордж Макдональд выпустил книгу «Фантастес», роман о феях для мужчин и женщин. Здесь очень интересно, для мужчин и женщин, да, не для мальчиков и девочек. В этом романе герой, которому исполняется 21 год, то есть вот Гарри достиг какого-то рубежа в 11 лет, а здесь вот этот Анодос, герой романа, достигает 21 года, то есть совершеннолетие, он получает наследство, уже став взрослым, и здесь он обнаруживает в старинной мебели, которая ему досталась, он обнаруживает фею, а феи вообще маленькие. Это не взрослые женщины, как в каком-нибудь фильме о Золушке. И та ведет его в страну фей. Он встречается с множеством волшебных существ, с ним тоже происходит много разных событий, много испытаний. То есть вот ты достиг вроде бы взрослого возраста, а докажи, что ты взрослый. Эта книга сегодня довольно сильно забытая, она оказала очень большое влияние на тех, кто потом будет сам создавать свои волшебные миры. Клайв Степлс Льюис, создатель Нарнии, вспоминал: однажды на вокзале я купил книгу «Фантастес» и начал ее читать. Через несколько часов я понял, что пересек важный рубеж. Он понял, что можно писать совершенно по-другому. И Льюис, который создавал философские произведения, богословские, в какой-то момент, не сразу, после того, как он прочел эту книгу Макдональда, но в какой-то момент он поймет, что он тоже может создать свою страну, действующую по определенным правилам, отправить туда своих героев и некие важные для него идеи выразить вот в такой форме. В 1872 году Макдональд выпустит книгу «Принцесса и гоблин», где героиня – это 8-летняя девочка. Она живет в замке, у нее умерла мать, она тоскует, она в одиночестве. Выясняется, что неподалеку есть шахта, где живут гоблины. И вот она оказывается в этом мире гоблинов, и дальше тоже очень много всего происходит. Гилберт Кит Честертон сказал, что эта книга повлияла на всю его жизнь. Таких волшебных миров в англоязычной литературе будет довольно много. Мы знаем, как Алиса попадает в страну чудес. Можно сказать, что Кэрол хотел выразить какие-то свои философские мысли. Неважно. Он создал страну с совершенно не похожим на обычный мир населением, со своими правилами, и отправил туда девочку, которая, естественно, меняется, столкнувшись с этим миром. Пройдут еще десятилетия, и появится Толкин с его Средиземьем, и появится Нарния, и много всего другого. И Роулинг, конечно, учитывает эту
всю традицию. Особенно влияние Толкиена видно очень сильно у нее. Иногда прямо оно бросается в глаза. Чем ближе к концу, тем больше. Но она живет вот в этой литературной традиции. То есть рядом с нами есть какие-то особые миры. Но в этих мирах мы тоже можем существовать. Они, может быть, отличаются от нас, но там тоже ценятся определенные качества. Эти качества, как, собственно говоря, во время обряда инициации, молодые люди обязаны проявить себя стойкими, смелыми, находчивыми и так далее. Не проявил – не прошел инициацию. Литература со временем немножечко поменяла те качества, которые надо демонстрировать в волшебной стране. Храбрость, конечно, остается, и для Гарри это очень важно, но еще доброта, еще милосердие, еще любовь к другим. И вот эта волшебная ситуация помогает как бы проверить тебя именно на эти качества. При этом сохраняя все особенности именно волшебной страны. Наверное, странно будет, если я скажу, что в истории Гарри Поттера виден многочисленный опыт, перенесенный шаманами в разных местах мира. Ну, Гарри уж как совсем не шаман, да? Он не впадает в транс, не вызывает духов. Сама идея инициации, как люди становятся шаманами, за подробностями отсылаю к своей лекции о шаманизме. Очень разные есть рассказы у шаманов, но главное, духи меня призвали. И очень часто шаман не хочет становиться шаманом. А духи его все равно заставляют, деться некуда. Гарри, не то чтобы он не хотел становиться волшебником, он не верил в это, он не понимал свою суть. И вот Хагрид является, странное место на острове, где бушует буря, непростое описание. И выясняется, что он призван, и он открывает себя. Мы можем сказать, что с любым из нас это может произойти, да, но в волшебном мире этот момент очень подчеркивается всегда. Этот мир, в котором живет Гарри, он очень четко, очень профессионально описан именно как мир волшебный. Это не просто, ой, тут чудеса всякие происходят, вот я щелкну, вот я то, вот это. Мир Хогвартса основывается тоже на очень мощной, глубокой традиции, на самом деле на множестве традиций. И остается только поражаться, как ей хватило времени и сил все это очень внимательно изучить. Но она с детства много любила читать. Все то, что определяет волшебника в книгах о Гарри Поттере, это действительно то, с чем волшебника связывают самые разные мифологические, сказочные, литературные, фольклорные традиции. Но для начала вот Гарри с Хагридом отправляются в Дайгон-Элли, чтобы купить все, что ему нужно для учебы. Что ему нужно? Во-первых, ему, конечно, нужен котелок, потому что волшебник без маленького котелка или котла он вообще жить не может. Это одна из важнейших аксессуаров магов, волшебников, кого угодно в самых разных частях мира. Конечно, в книге это уже такая зацепочка, это то, что приведет его к Снейпу. Но это важнейшая вещь. И, кстати, то, что Снейп преподает именно potions, именно зельеварение, тоже не случайно. Там все время идет разговор о том, что он якобы хотел преподавать Defense Against Dark Arts. Может быть, и хотел. Но он преподает важнейшую вещь, потому что всегда волшебники во все времена что-то там варят, всегда их рисуют или стоящими у большого котла, или несущими котелок. Не случайно тот паб и гостиница, так хочется сказать, постоялый двор, через который можно войти в мир волшебников прямо с Лондонской улицы, он называется The Leaky Cauldron, то есть протекающий котел, дырявый котел. Это тоже все не случайно. И если посмотреть на реальное верование, то мы видим множество параллелей. В раннем Средневековье солическая правда, законодательство франков, определяло наказание для того, кто оскорбил другого человека, назвав его стрио портиус, то есть тот, кто носит котелок ведьмы. Если ты ходишь с котелком, то ты, конечно же, чародей. За это надо было заплатить штраф, равный штрафу, который платили за убийство, совершенное с помощью колдовства.
когда отравленное зелье давали или заговор произносили. То есть вот просто назвать: у тебя котелок ведьмин, это ты уже человека как оскорбил, ты его в чем подозреваешь. Одна из самых знаменитых сцен во всей, наверное, мировой литературе – это сцена, в которой действуют ведьмы в пьесе «Макбет». Они там несколько раз появляются и разные вещи делают. Но в одной из них, конечно, они в пещере, а рядом кипящий котел. И что они произносят при этом? 3 раз мяукнул кот, ежик писк свой издает, гарпии кричат: пора в хоровод вокруг костра. Хоровод пошел, пошел, все, что с вами, шварк в котел. Жаба в трещине камней, пухнувшая 30 дней, а потом спина змеи, без хвоста и чешуи, пёсья мокрая ноздря с мордою нетопыря, лягушиное бедро и совиное перо, ящериц помет и слизь, в колдовской котел вались. Взвейся ввысь, язык огня, закипай, варись, стрепня. Волчий зуб кидай в горшок и драконий гребешок, брось в него акулы хрящ, хворост заповедных чащ, запасенный в холода, печень нехристя жида, турка нос, татарский лоб, матерью в грязи трущоб при рожденье миг спустя удушенное дитя, погребенное во рву, чтобы обмануть молву. Эй, кипи, кипи, бурда, а последнюю сюда, чтоб бурлила наверху, бросим тигра-требуху. Взвейся ввысь, язык огня, закипай, варись, стрепня, чтобы отвар остыл скорей, обезьяньей крови влей. Жуткое ведьминское варево, оно, понятно, что до добра не доведет. Но, с другой стороны, волшебники могут варить целебные зелья, могут спасать, могут привораживать. Обо всем этом тоже идет речь в «Гарри Поттере». И все это тоже основывается на очень древней традиции. Сохранилось от средних веков и даже от более поздних времен множество рецептов. С одной стороны, вроде бы это просто такие, целебные травы, скажем так. А с другой стороны, вот там, в X веке англосаксонский рецепт, как кожные заболевания лечить. Там перечисляется огромное количество разных трав, жир. Все это должно быть смешано, растерто, перетерто и так далее, и так далее. Но это не просто лекарство, потому что потом надо намазать больное место, а потом смыть водой и сказать обязательно, пусть вода унесет болезнь с собой. С одной стороны, очень может быть, что у этих трав действительно целебные свойства, но обязательно надо еще поколдовать, чтобы вот вода унесла. Знать, какие растения в какой момент бросать в котел или еще для чего-то использовать, это тоже очень важная часть магии. И не случайно, конечно, herbology изучают в Хогвартсе, потому что, естественно, волшебники должны знать все магические травы. И то, что Невилл потом будет специалистом в этой области, это лишний раз подчеркивает, что он очень непрост, и он совсем не такой вот растяпа-дурачок, каким кажется вначале. Волшебники от древнего мира и до сегодняшних деревень где-нибудь на севере России, где все еще есть знатки, которые знают, как с этим миром обходиться, или до каких-нибудь шаманов в Южной Америке, они, конечно, всегда собирают травы, они собирают грибы, они могут сварить зелья, они используют их как галлюциногены для своих видений или там, для своих, как им кажется, перемещений по миру. Они знают, что с растениями надо общаться. Все слышали, когда поливаем цветочки, надо с ними разговаривать. Я вот поливаю свои цветочки и разговариваю с ними. Прошу их не обижаться на меня, что я редко их поливаю, что я уезжаю часто. Прошу их не засыхать. Некоторые слушаются, некоторые нет, к сожалению. Волшебник, знахарь, ведьма, он всегда знает, что сказать. На Руси всегда было представление, что если ты собираешь целебные травы, ты должен эти травы хвалить. А если ты хочешь собрать ядовитые, ты должен их ругать. И тогда они будут злиться и скопят яд. Они же живые, конечно, с точки зрения магического мышления. Как мы знаем, есть травы
цветущие только в определенное время. Можно вспомнить все легенды, связанные с цветением папоротника, который показывает клады в земле. Все то, что так жутко описал Гоголь в «Вечере накануне Ивана Купала». Этих представлений огромное количество. Мысль о том, что растения обладают душой, она уходит в первобытность, в те верования, которые ученые сегодня называют анимизмом, когда первобытным людям казалось, что во всем есть душа. В животных, в деревьях, в травах. Отсюда извинения перед деревом, прежде чем его срубить. Отсюда вот эти разговоры с цветами. Отсюда представление о том, что есть духи деревьев, духи травы, какие-нибудь дриады древнегреческие. Мандрагоры, которые большую роль играют в одной из книг о Гарри Поттере, когда оказывается, во-первых, что их визг смертелен. Правда, пока они маленькие, он еще не смертелен, поэтому они с ними работают, но наушники все-таки надевают. А когда они вырастут, это будет целебное средство для спасения от Василиска. Но это тоже не Роулинг придумала. Так как действительно корни мандрагоры напоминают человеческую фигурку, то с глубокой древности считали, что это волшебные существа. И про крик мандрагоры писали еще в Древнем Риме. Иосиф Флавий, знаменитый еврейский историк, писал о том, как люди ищут корень мандрагоры, а его нельзя вытащить, потому что услышишь крик и умрешь, поэтому тренируют собаку. Сейчас собаки трюфели находят, а в древности, если верить Флавию, они искали мандрагору, но была одна проблемочка, что собаку ты натренировал, она вытащила корень и тут же умерла, потому что корень кричит волшебным криком. И очень много было потом, уже даже в средние века, рассуждений о том, а вот как уберечь собаку, как ей закрыть уши, чтобы она не погибала сразу. А дальше другие корни тоже находила. А почему так ценны корни мандрагоры? Их всегда считали, с одной стороны, может быть, ядом, а с другой противоядием. Это очень ценилось. И еще приписывали множество разных целебных свойств, и в частности корни мандрагоры считали афродизиаком. У Роулинга этого нет, все-таки в книге такой для молодого читателя, но за этим тоже стоит очень длинная традиция. Собственно, европейский театр начался с пьесы Макиавелли «Мандрагора», где именно это свойство мандрагоры обыграно. А вот в XII веке знаменитая монахиня, визионер, специалист по травам, в частности, Хильдегарда Бингенская. Она написала большой трактат о целебных травах, и там очень много места она уделила мандрагоре, потому что у нее множество целебных свойств, но сначала, пишет она, из этих корней надо изгнать дьявола, и тогда можно лечиться. А в XVII веке в Германии было такое уголовное дело, когда некая бедная вдова свинопаса решила заработать денежек, и она богатой соседке предложила купить у нее корни мандрагоры. Вот интересно, я подумала, что там нет этого в тексте, в источниках, но вот то, что она вдова свинопаса, может быть, так же, как не только собаки ищут, но и свиньи ищут трюфели. Может быть, у нее тоже свиньи находили эти корни. Во всяком случае, она пыталась продать мандрагору своей соседке, та сказала, мне это не нужно. То есть, очевидно, она и пыталась продать как любовное средство. Не нужно, и тогда в ярости эта бедная вдова убила соседку, которая у нее не купила мандрагору. Вот такая странная история, явно какие-то оккультные силы в ней были замешаны. Другая вещь, которая тоже, в ведении Снейпа относится к сфере potions, это Безаар, который в книге назван камнем, и его часто считали камнем. Хотя это не совсем так. Безаар – это вполне реальная вещь, это такое образование, такой комок, который часто возникает в желудке животных. У козлов, у обезьян, у разных животных он может быть. И они всегда тоже считались очень важным противоядием. Ясно, что такое странное, неестественное образование, оно не может просто так возникнуть. У него должны быть какие-то свойства. Если оно в желудке, понятно, это, наверное, противоядие. И в это верили, они очень ценились. Причем эти безаары, эти комки, они могут быть очень большими.
и их собирали, за них очень дорого платили. Мы знаем, что в XVI веке из Перу привезли огромный гигантский безар, который специально подарили папе Римскому. Но в Ватикане тоже побаивались отравы, и поэтому монархи все, церковные иерархи, они были не прочь приобрести что-то такое. Иногда их обрамляли в золото, какую-то драгоценную оправу делали, потому что это выдающиеся средства. Был такой замечательный человек в XVII веке, император Рудольф II, который большую часть своей жизни жил в Праге. Те, кто были в Праге, наверняка слышали о нем, потому что Прага алхимиков и колдунов – это часть бренда тамошнего. И Рудольф II действительно, он постоянно окружал себя алхимиками, астрологами, магию он очень любил. А в то же время это все-таки 17 век, он уже склонен к научному исследованию. И он, как гласит легенда, решил проверить. Он приказал привести заключенного, который был приговорен к смерти, и ему дали ядовитую траву, зелье из ядовитой травы. А после этого ему дали выпить вино, в котором были растворены кусочки безара. Может быть, безар как рвотное действовал, может быть, этот яд был не слишком сильным. Во всяком случае, заключенного всю ночь рвало, а потом он выздоровел. На радостях его выпустили из тюрьмы, дали ему большую награду, и император точно убедился в целебных свойствах, волшебных свойствах безара. Так же, как Гарри спасет Рона, засунув ему в горло безар, когда тот уже будет умирать от яда. Так что эта традиция тоже уходит в глубокую-глубокую древность. В Хогвартсе ее, очевидно, знали с давних времен. Но вот упомянув о Рудольфе II, мы сразу уходим в еще одну сферу, которая очень важна, конечно, для всех магических представлений и которая, конечно, очень важна для Хогвартса. Это алхимия. Снейп, когда варит свои зелья, то, в общем, он занимается алхимией. Конечно, он не делает самого главного, что делают алхимики. Алхимик у нас всегда сочетается с поисками философского камня и соответствующим преобразованием и человеческого тела, и металлов. Алхимики вроде бы всегда философский камень искали для того, чтобы из металла делать золото. Но на самом-то деле совсем не так. Это средневековые алхимики, попросту, конечно, сказать, средневековые химики, которые искали покровительство государей, сильных мира сего. Они им объясняли, что вот если ты меня приютишь, если ты дашь мне возможность проводить свои эксперименты, в своем котле что-то там варить, переплавлять, то я получу философский камень, и я буду делать золото тебе. На это, конечно, все покупались. Но мы знаем, почему Волдеморт ищет философский камень. Потому что он дает бессмертие. И это тоже придумала не Роулинг. Очень характерно, что философский камень в книге принадлежит человеку по имени Николя Фламель. Ни Гарри, ни Гермиона, ни уж тем более Рон не могут сообразить, кто же это такой. И нигде не могут ничего о нем прочесть. Наверное, если бы они больше читали литературу маглов, то, может быть, они бы смогли это понять. Потому что, например, Николя Фламель действует в романе Гюго «Собор Парижской Богоматери». Это был реальный человек, поэтому Гермиона не могла его найти в списке современных волшебников. Он был алхимиком знаменитым, он жил в Париже. В Париже есть улица Фламеля до сегодняшнего дня. Легенда гласит, что он путешествовал по Испании, но в тот момент всех отправляли в мавританскую Испанию, и там им встречался какой-нибудь маг, который что-то им открывал такое. Где-то Фламелю в его странствиях встретился человек, который открыл ему секрет философского камня, он получил его, и поэтому, несмотря на то, что на кладбище в Париже есть могила и Фламеля, и его жены Пернель, но легенда говорила, что на самом-то деле он сварил волшебный напиток, и если верить Роулинг, то поселился в Англии, где потом в 20 веке он будет дружить с Дамблдором. На самом деле философский камень – это не просто способ обогатиться. Философский камень меняет суть материи. То, что хотели понять многие великие алхимики, начиная от самого раннего Средневековья, они-то себя возводили к великому египетскому мудрецу Гермесу Трисмегисту и до какого-нибудь доктора Ди эпохи королевы Елизаветы в XVI веке. Предполагалось,
что философский камень, вот он изменяет суть материи, соответственно, более низкий металл превращается в более такое чистое, высокое состояние в золото. Точно так же, как смертное тело обретает новое, ну, условно говоря, скажем, золотое состояние и становится бессмертным. И это, конечно, очень большая часть, скажем прямо, научного мышления в течение многих веков, но это мышление всегда связано с эзотерическими учениями, с магией. И, конечно, философский камень тоже появился в «Гарри Поттере» не случайно. Это огромный комплекс представлений и верований, который на самом деле я только так вот поверхностно перечислила. Все то, что связано с котелком, созданием волшебных зелий, мазей, притираний, много чего другого, с использованием трав для добрых или злых дел и для лечения, для ядов, для противоядия и так далее. Но, конечно же, одного котелка волшебнику недостаточно. Еще одна вещь, которую Гарри, конечно же, приобретает, отправляясь в Хогвартс, и без которой он жить не может, которую он уже ощущает как часть тела, это волшебная палочка. С волшебной палочкой во всех книгах с первой до последней очень так последовательно проводится сюжет совершенно особый. В первой книге мистер Олливандер говорит Гарри, что не волшебник выбирает палочку, а палочка выбирает волшебника. Там очень много похоже на то, что придумано самой Роулинг, когда вот палочка Гарри и палочка Волдемора встречаются и зацепляются друг на друга, когда все, что связано с дарами смерти, когда палочка переходит от одного хозяина к другому, что происходит. Там очень много такого интересного и непростого. И там много раз говорится, что магия, связанная с палочками, совершенно особая магия, очень древняя. И так, конечно, оно и есть. Мы все в детстве читали, ну, там, предположим, сказку о Золушке, где приходит фея, крестная Золушки, и она своей палочкой так красиво прикасается, тыква превращается в карету, и мышки превращаются в лошадей, драное платье грязное Золушки превращается в прекрасный наряд, ну и так далее. Вот она, волшебная палочка, из какой-то такой сказки нашего детства. Если посмотреть тоже на представления древние, то окажется, что вот этих палочек, которые, может быть, только называются по-другому, мы можем найти огромное количество. Древнегреческий бог Гермес, который совсем не похож на крестную Золушки. У него много было разных функций, как мы знаем. Он был покровителем воров, он был покровителем путешественников, он был много кем, и в частности он сопровождал души из нашего мира в загробный мир. Это очень важный магический путь, это перемещение души. Когда Гермес ведет за собой души, у него, конечно, в руке жезл волшебный, за которым они следуют. И это и есть волшебная палочка. Скипетр, жезл, назовите как хотите, который обычно держат в руке государи и держали с Древнего Египта и до сегодняшнего дня, это вроде бы примета царской власти, ну или там королевской, власти фараона и так далее, и так далее. Но вообще-то их власть тоже священная и волшебная. И они совсем не просто так тоже появились. В конце 30-х годов в Англии археологи совершили потрясающую находку и раскопали захоронение какого-то знатного англосакса рядом с местечком, которое называется Саттон-Ху. Он был похоронен в лодке, очевидно, как и полагалось. Лодка сама не сохранилась, там такая кислотность земли, что лодка вся исчезла, но с помощью разной техники прям нашли вот след от этой лодки в земле. И нашли удивительные всякие вещи в этом захоронении. Самый знаменитый, конечно, шлем из Саттон-Ху невероятной красоты. Пояс был, щит очень красивый. И это печатается, публикуется, это очень красиво выставлено в Британском музее. Все понятно. И среди этого удивительного комплекса найденного есть такая вещь, которая не привлекает как-то особого внимания. Потому что щит, он такой большой, шлем, он такой грозный прямо. А рядом какая-то палка, прут длинный. Вообще непонятно, что это такое. Ну, действительно, до конца непонятно. Но, очевидно, это был жезл. Скорее всего, это был какой-то признак
может быть, власти этого вождя, а может быть, это был какой-то волшебный жезл, который должен был помочь ему тоже отправиться в другой мир. То есть, в общем, это тоже была волшебная палочка. С волшебной палочкой, как и с любым волшебством, надо обращаться аккуратно, осторожно. И это Гарри и Рон особенно, у которого с палочкой там много проблем. Они это узнают на своей шкуре. Просто так махнуть палочкой еще ничего не значит. Надо махнуть правильно, надо сделать верное движение и при этом произнести заклинание. Потому что без заклинаний ничего происходить не будет. Именно поэтому у них отдельный предмет по изучению заклинаний. И все это невероятно важно. И вот здесь тоже мы обращаемся к каким-то очень-очень древним представлениям о магической силе слова. Все мы знаем, там слово «вылетело, не поймаешь». Ну, что это значит? А сказал один раз, ну, все, уже теперь не отречешься. Но в древности это понимали совершенно по-другому. Вот есть огромное количество мифов и легенд по всему миру, рассказывающих о том, почему люди стали умирать. Большое количество этих легенд собрано в книге знаменитого этнолога Джорджа Фрезера «Фольклор в Ветхом Завете». Там он приводит мифы народов Африки, индейцев, которые все сводятся к тому, что вообще-то люди не должны были умирать. А потом произошла ошибка. Ну, какая ошибка? Например, боги послали гонца к людям, который должен был им сказать, что они будут бессмертными. Может быть, гонец разным, там, заяц, лягушка, еще кто-то. А он все спутал, прибежал и сказал, вы будете умирать. Ну и что? Казалось бы, боги-то решили по-другому. Да, но волшебные слова произнесены. Все. Заклинание произнесено, и его уже просто так назад сказать нельзя. Вот она, волшебная магическая сила слов, которую всегда понимали. В самых разных тоже культурах по-разному. Но не случайно любой там шаман, волшебник, колдун, знахарь от первобытности или каких-нибудь в джунгли Амазонки, опять же, и до Архангельской области. Что делает знахарь? Он, конечно, травы принесет, еще что-то, и он пошепчет. Он какие-то слова скажет, которые только ему известны. Мы знаем, например, что в разных культурах существует и существовал запрет на какие-то слова. То есть эти слова настолько священные, что их нельзя произносить. Вот есть теория, широко известная, в последнее время как-то ее начали опровергать, но мне трудно от нее отказаться, о том, что в славянских языках медведи раньше назывались как-то совершенно по-другому. Очевидно, это был какой-то вот германский корень типа bear, судя по тому, что жилище медведя – это берлога. Но заменяли, вот как сегодня охотники никогда не называют медведя медведем в тайге, а говорят старый дедушка, хозяин тайги. А вот в древности то имя заменяли и говорили тот, кто медом ведает. Так появился медведь. Точно так же, например, совсем, казалось бы, из другой жизни пример, когда священники в Иерусалимском храме, заходя в святая святых, произносили имя Бога, но они могли это делать только там, где никто это не слышал, и только в особых ситуациях. И поэтому то изначальное имя, вот имя Яхве, то, как оно произносилось раньше, мы не знаем, оно утеряно, потому что это было нечто, что не могли слышать все. Потому что это какие-то абсолютно особые слова. То, что слово можно написать, и оно получит волшебный смысл, тоже, скажем, средневековая магия, написать какой-нибудь, пусть даже не магический, а, например, библейский текст, потом соскрести эти слова, и вот эти вот кусочки чернил, капельки чернил, которые соскребли вместе с остатками пергамента, развести водой и выпить. И они почему-то возымеют волшебные действия. Настолько волшебные слова. И с этим же связана магия, приписываемая древним рунам. В Хогвартсе такой сложный предмет, что только Гермиона может его освоить, из тех, кто нам известен. Руны – это просто древний язык. Прежде всего, руны связываются со скандинавской культурой, хотя иногда их видят и в других местах. И древние скандинавы были убеждены, что руны – это не просто вот какие-то записи, а тот, кто владеет искусством рун, он владеет заклинаниями. И не случайно первый маг или шаман, который сумел
освоить искусство рун, это был Один, который очень много сделал для того, чтобы приобрести шаманские качества. Как мы знаем, он сам распял себя копьем, приколол себя к волшебному ясеню Игдрасиль и провисел там 10 дней. Таким образом, тоже приобретя вот через эти муки какие-то особые знания. Один стал великим колдуном, а не только великим богом, который вот понимал руны. И он же добывает мед поэзии. Поэзия такая вроде бы, такое вполне человеческое занятие, хотя, безусловно, в разные времена ему приписывали этому занятию какие-то священные качества. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлона, Пушкин писал. Вроде бы куча людей пишет стихи. Скандинавы считали, что мед поэзии возник очень непростым образом. Мы говорили об этом в лекции о скандинавских мифах, что когда-то две категории богов, асы и ваны, враждовали друг с другом, потом они заключили мир, и в знак подтверждения этого мира и те, и другие плюнули в чашу, и вот из слюны богов возник некий волшебный человечек, которого звали Квасир. И, очевидно, корень «квас» имеет отношение, и к квасу, и, наверное, и к простонародному глаголу как «квасить», то есть именно пить хмельные напитки. Дальше Квасера убили два злобных карлика. Из его крови они сделали мед поэзии. В их лапы попался еще великан, которого они тоже убили. А брат этого великана хотел отомстить и уже схватил их и собирался их убить. И тогда они отдали ему этот мед поэзии, откупились. И он поместил его на скале в море, где его охраняла его дочь. А Одину настолько был нужен этот мед, что он задумал целую хитроумную интригу. Он знал, что есть третий брат Бауги, тоже великан, у которого много работников трудится на него. Один, не задумываясь, перебил всех этих работников. Когда тут оказывается, ой, кто же будет мне там поле пахать, за скотиной следить. Он пришел, нанялся ему на работу и, естественно, заменял всех этих многочисленных работников. А в награду он попросил, чтобы кто-то помог ему добыть мед. Но тот понимал, что брат просто так не отдаст. И тогда он разузнал, где находится этот мед, и они прорыли проход к этой скале. Один проскользнул туда, и явился великанша Гунлёд, которая охраняла. И дальше за 3 ночи любви он попросил у нее 3 глоточка меда. Но этими 3 глотками он, естественно, выпил весь мед, превратился в орла и полетел на небо, туда, где живут боги. А разгневанный великан его преследовал и почти догнал, но Один успел удрать, и только часть меда у него, не скажу, что вылилась, потому что он проглотил мед, а часть, он же был в виде орла, в виде птицы, поэтому часть сразу, как полагается у птички, вылетела сзади вниз. Этот вот дурной мед, как считалось, если ты его выпил, то ты становишься плохим поэтом. А вот настоящий священный мед, он там где-то у Одина. И это великая магическая мудрость. Вот с этим связаны настоящие заклинания, которые, в общем, тоже, конечно, поэзия. Заклинания эти надо произносить абсолютно точно и вкладывать в них душу, иначе ничего не получится. Мы знаем, что произошло с братом Али-Бабы, которому Сим-Сим или Сезам открыл дверь в пещеру, а потом он забыл это слово и выйти не смог. Не менее знаменитый сюжет, который зафиксирован в балладе Гёте, но на самом деле, конечно, существовал и до него, это история об ученике-чародея, которому его учитель поручил таскать воду, а тому было очень лень носить эти ведра с водой. И тогда он попытался использовать уже известные ему заклинания. Он оживил метлу, или в переводе Пастернака это будет веник, которая стала носить воду вместо него. Но только он забыл те заклинания, которые нужно было сказать, чтобы остановить действие. И в результате все стало покрываться водой. Я забыл слова заклятия для возврата прежней стати, и смеется подлый веник, скатываясь со ступенек, восклицает ученик чародея в отчаянии. Он пытается разрубить веник.
И тогда получается 2 веника или 2 метлы, которые все равно носят эту воду. И все бы было залито, если бы не появился чародей, который правильно произносит заклятие. И заканчивается все это моралью. Духи лишь колдун умелый вызывает вас для дела. Там, где есть магия, где есть алхимия, где есть заклинания, конечно, есть и астрология. В Хогвартсе она разделена как бы на 2 части. То есть есть просто астрономия, которую они изучают на башне, и это напоминает прям такую науку. Они смотрят в телескоп, они какие-то зарисовывают орбиты, все очень прям как полагается. Но рядом с этим есть предмет divination, предсказания, который, конечно, нас уже направляет к астрологии. И это очень интересное разделение, потому что так же, как алхимики были немножко колдунами, немножко химиками, так же и астрологи всегда были немножко предсказателями, немножко астрономами. Это совершенно ясно с древнейших времен. Вот вавилонские жрецы, безусловно, начали наблюдать небо, как и египетские, потому что это было очень нужно для составления четкого календаря, для определения времени разливов рек, то есть в таких научных практических целях. При этом они, конечно, были убеждены, что звезды над ними влияют на всю нашу жизнь. И поэтому, особенно жрецы в Вавилоне славились своим умением предсказывать. И предсказывали они именно по звездам. Магия великая, связанная со звездами, тоже идет из очень древних времен. И то, что самые разные народы считали, что разные животные оказались на небе и превратились в созвездия, и то, какое огромное количество мифов связано с Луной, которая то уменьшается, потом вообще исчезает, вроде бы как умирает, а потом возрождается снова. И с Солнцем. Это все для изучения, скажем, мифологии очень интересный, очень важный, очень серьезный раздел. Собрано невероятное количество мифов, то, что называется астральные мифы, лунарные мифы, солярные мифы. И по ним мы очень много можем понять о представлениях очень и очень древних. Очевидно, древнейший слой – это то, что связано с Луной и со звездами. А по мере того, как усиливается царская власть, как люди начинают обрабатывать металлы, как развивается военное дело, поднимаются мифы, связанные с Солнцем. Но в любом случае всегда считается, что эти там какие-то небесные тела, они как-то на нас влияют. Мы знаем, что жрецы в Вавилоне предсказывали, гадали. Пифагор, который гаданиями не занимался, но всегда говорил о том, что он ощущает мир как некое единство, и в этом мире царят математические пропорции, которые переходят в музыкальные и астрономические. Для Пифагора математика, музыка, астрономия будут очень тесно связаны. Это потом перейдет в средние века и во все средневековое образование. Как гласит легенда, Пифагор проходил мимо кузницы и услышал, что молоточки там издавали какие-то очень мелодичные звуки, и он долго стоял и пытался понять, а почему? Не просто бум-бум-бум, а почему какая-то вроде как мелодия? А потом он понял, что разные звуки издают разные молотки в зависимости от их длины. Так он понял, что, грубо говоря, что длина струны определяет во многом звук. Пифагор считал, что число царит во всем мире, во всей Вселенной, но он утверждал, что он слышит музыку космических сфер. То есть что это значит? Что разные небесные тела издают разные, в общем-то, волшебные звуки. Гадание по звездам, существующие до сегодняшнего дня, в какой-то таком комическом виде, а в течение многих веков считалось очень серьезным делом. Хотя не случайно в Хогвартсе так к divination относятся с некоторым сомнением. Это, конечно, очень сомнительная отрасль магии. И несмотря на то, какое количество пророчеств, предсказаний хранится в Министерстве магии, как мы знаем, далеко не все они обязательно должны сбываться, как Дамблдор объясняет Гарри. Но при этом понятно, что люди всегда пытались узнать свою судьбу, и это всегда было частью магии. Профессор Трелони учит своих учеников предсказывать судьбу разными способами. По звездам, по листьям чая, по самым разным признакам, по снам, конечно.
Сны всегда воспринимались как нечто магическое. Опять же, как мы знаем из множества легенд, мифов, шли к толкователям снов, которые должны были это каким-то образом объяснять. Шли к оракулам, причем оракул никогда, как и профессор Трелони, не изъяснялся четко и понятно. Самый знаменитый оракул древности – Дельфийский. Существует огромное количество легенд о том, как кому-то что-то было предсказано, и потом, конечно же, сбылось. При том, что жрецы в Дельфийском оракуле никогда не говорили прямо «сделай вот это». Они никогда прямо не отвечали на вопрос. Все было обставлено очень интересно. И именно так, чтобы было понятно, что это непростое место. Место с глубокой древней магией. Это место, где Аполлон когда-то убил страшного змея, и уже поэтому оно волшебное. А дальше что происходит? Предсказательница Пифия сидит на треножнике над щелью, из которой, очевидно, шел какой-то одурманивающий газ. В этом таком состоянии она выкрикивает отдельные слова, а жрецы их толкуют. Ну и тут много, как всегда, говорилось про то, вот жулики, они там то, они это, они придумывали. Они, конечно, были в курсе дел. Никогда не брали на себя точных обязательств. Когда царь Крёс спросил их, воевать ли ему с персидским царем Киром, они ему ответили: если ты перейдешь реку Галис, то погубишь великое царство. Только они не сказали, какое. Какое бы царство ни погибло, они в любом случае были бы правы. Как и свершилось. Например, было другое очень уважаемое святилище Зевса в Додоне, где предсказания делались по шелесту листьев дуба. Дуб – это дерево Зевса, вот по его шелесту жрецы там что-то определяли. Понятно, насколько это все сомнительно, даже, наверное, глазами древних людей, но при этом какое огромное количество веков существовали эти оракулы. То есть им верили. Китайцы со своей книгой «Перемен», с гексаграммами сложными, 64 рисунка, состоящих из линий, и в зависимости от того, как падают кости или монетки, тебе выпадает определенная гексаграмма, которая каким-то образом предсказывает твое будущее. Но проблема со всеми предсказаниями, что с книгой «Перемен», что с Нострадамусом, что с картами Таро, заключается в том, что там никогда не говорится: вот ты, Иван Иванович Иванов, завтра, если пойдешь по этой улице, то попадешь под машину. Катрен и Нострадамуса в каждом веке говорили: о, он предсказал наше. Они так написаны, что их можно связать с чем угодно. От убийства французского короля до падения башен-близнецов. Поди, пойми. Очень характерно, что, как считается, уже в Древнем Риме все эти гадания вызывали некоторые сомнения. Пушкин в «Путешествии Онегина» пишет знаменитые строки: «Святая дружба, глаз натуры, взглянув друг на друга, потом, как цицероновы авгуры, мы засмеялись тишком». А что это за цицероновы авгуры? Авгуры в Древнем Риме – это гадатели, определявшие будущее. И надо сказать, что в Древнем Риме гадание значило невероятно много. Там могли не начинать битву, хотя вот уже стоят, вон уже противник, потому что гадатели говорят, что нет, пустили птиц, они полетели не в ту сторону. К гадателям обращались постоянно, там благоприятные дни, неблагоприятные. Но Цицерон, 1 век до нашей эры, в книге о предвидении пишет следующее. Хорошо известно древнее изречение Катона. Он дивится тому, что гаруспики, ну то есть тоже вот как раз жрецы авгуры, встречаясь, не улыбаются друг другу заговорщицки. Ну то есть, мы, конечно, тут жульничаем. Эти-то не понимают, а мы это с тобой это понимаем. Вот в чем идея. Набоков в своем комментарии к Евгению Онегину считает, что Пушкин не столько к Цицерону обращается, сколько использует традиционные клише французской журналистики. Римские авгуры, которые не могут смотреть друг на друга без смеха. В общем, это все то же самое. Вряд ли Роулинг читала Евгения Онегина, хотя вообще она русскую литературу-то знает, конечно. Могла читать Набокова, с другой стороны. Но вот эта вот идея о том, что гадание
такая странная штука. Она тоже не просто так эта идея появилась в Хогвартсе. Какие еще предметы? Чему еще должен научиться молодой человек, чтобы стать волшебником? Это, конечно, transfiguration, трансфигурация, сложнейший предмет, который ведет профессор МакГонагал, где она учит их превращать разные предметы и разные существа в другие. Если мы вдумаемся, то поймем, что это тоже то, что у нас постоянно связывается с волшебниками. Но опять же, возвращаемся к Золушке. Что сделала фея? Она тыкву, мышей, крысу, платье Золушки волшебным образом преобразовала. Другое дело, что почему-то это такое недолгоиграющее волшебство. Но опять же, мы знаем миллион рассказов, идущих с самой глубокой древности, о том, как боги или колдуны, волшебники превратили человека во что-то другое. Древнегреческие мифы этим переполнены. Они сами все время превращаются в кого-то. Ну, Зевс. Вот он превратился в быка и похитил Европу. А с другой стороны, когда он хотел свою возлюбленную Ио спасти от гнева Геры, то он превратил ее в корову. И таких еще историй огромное количество. Да? Актион, которого Артемида превратила в оленя. Несчастная Необа, Необея, которую боги превратили в камень, чтобы она вечно оплакивала своих детей. Нарцисс, превратившийся в цветок. Дафна, превратившаяся в лавровое дерево. И много-много всего другого. А на другом конце вот этой истории, ну, скажем, кот в сапогах, который приходит к великану и говорит: а правда ли, что вы можете превратиться в льва? А, можете. А в маленькую мышку тоже можете. Ну, и мы знаем, чем дело кончилось. Превращение волшебников, когда они себя превращают или других, это важнейшая их черта. И не зная трансфигурации, ты не можешь быть волшебником, конечно. Но это тоже не просто так возникло. Это, конечно, опять же, идет из глубокой древности, из представления о тотемизме, когда древние люди представляли себе, что у каждого племени или у каждого рода есть волшебный предок, это может быть животное, это может быть растение, и они связаны с этим предком какими-то удивительными узами родства, а также представление о том, какие есть великие волшебные животные, медведь, волк, ворон. Они тоже как бы не то животные, не то шаманы, какие-то такие вот промежуточные существа. И они очень часто в мифах ведут себя совершенно как люди. Ну, у медведя может быть дом, куда к нему приходит девушка. Это вроде бы смешная сказочка про Машу и медведя. Это, конечно, отражение какого-то мифа. В какой-то глубокой древности грань между человеческим существом и между животными или между людьми и растениями, она не осознавалась так четко, как сегодня. И отсюда, наверное, эти магические представления. Еще один предмет, который вроде бы как-то никто особого внимания ему не уделяет, забота о магических животных, да, care of magical creatures, и бедный Хагрид, который никак не может понять, почему никто не любит его предмет. Но ведь это тоже связано с теми же ощущениями, с теми же представлениями, которые вдохновляют такой важный предмет, как трансфигурация. Потому что магические существа, они могут быть просто каким-то волшебным существом, как единорог. Вот тоже еще со средних веков представление о единороге как таком волшебном воплощении чистоты, света, доброты, христианства, каких-то всех прекрасных вещей. А могут быть волшебные существа, как кентавры, которые и животные, и люди. А могут быть существа, которые вроде бы явно такое сказочное волшебное существо, как гиппогриф, но они ведут себя как люди. Они кланяются, они обижаются, они сердятся. Это тоже показывает вот это вот глубокое родство между всеми существами в мире, уходящие корнями в далекое-далекое магическое прошлое. Другая вещь, связанная с волшебными животными. Какие животные есть у учеников в Хогвартсе? Это кошки, коты, как у Гермионы. Это совы, как у Гарри. Это жаба у Невилла. Это крыса у Рона, хотя потом мы узнаем, что это не крыса, а человек.
И это очень характерный набор. Потому что все эти существа в тот или иной период существования человечества наделялись волшебными качествами. Кто сопровождает ведьму? Скорее всего, кот или кошка. Ну, это вообще, конечно, существа волшебные. Сова. Сова – это птица Афины, богиня мудрости, поэтому вот она такая умная. Это очень поверхностное представление о сове, потому что сова – это ночная птица, это страшная птица. Не случайно сов так много на картинах Босха. Это тоже птица, связанная с колдовством, конечно. Ухает филин в ночи, когда ведьмы, там, скажем, летят на шабаш. Что касается жаб, крыс, мышей, змей и так далее, то вот все эти существа, связанные с, может быть, водой или из-под земли появляющиеся, они всегда ассоциировались с подземным миром, с волшебством и с колдовством. Но вот интересно, что нет собак в Хогвартсе, которые должны были бы быть там. Я бы хотела понять, почему. Ну, наверное, просто потому, что в замке тут подержи собаку. Хотя, да, есть, конечно, собака, в которую Сириус превращается. Люпин превращается в волка, ну, то есть тоже что-то собачье. Тоже существа такие непростые и обладающие магическими свойствами. Точно так же, как магия может быть разлита среди животных, в звездах, она, конечно, есть в словах, и отсюда заклинания. Она, конечно, есть в числах. Нумерология, арифманси, которую, опять же, только Гермиона способна освоить, это тоже очень непростая вещь. О том, что числа имеют некий смысл, волшебный смысл. Об этом говорилось всегда, об этом написано множество исследований. Снова мы вспоминаем Пифагора с его вот числами, которые царят в этом мире. Или еврейские каббалистические учения, где, конечно, буквы имеют магический смысл, буквы, из которых священный текст сложен. Каждой букве соответствует определенное число. И те люди, которые вот как-то особенно умело обращаются с числами и видят их магический смысл, они просто считают, они всегда считались великими магами. Все тот же сам Пифагор не просто слышал музыку сфер. Он утверждал вообще, что все живые существа делятся на 3 категории. Люди, боги и существа, подобные Пифагору. То есть он какое-то особое совершенно существо. Он утверждал, что он помнил все свои предыдущие рождения. Рассказывали, что однажды ветер задрал плащ, и все увидели, что у него золотое бедро. Вот оно золото, вот они алхимики. Что однажды река приветствовала его, ну, очевидно, бог реки обратился к нему с приветственной речью. А однажды он исчез на 3 дня, а потом сказал, что был в царстве мертвых и вернулся оттуда. Ну, правда, еще в древности говорили, а он, наверное, там в чулане сидел, а потом вылез и сказал. Но интересно, что он вот такие вещи о себе говорил. Тот человек, который, ну, по сути, был одним из первых ученых-математиков, теорема Пифагора, много всего другого. Но он вот это вот свое владение числами воспринимает как часть своей магической мощи. И пройдет много веков после Пифагора, и другой человек, который, конечно, изучал именно как наследие Пифагора, изучал и математику, и музыку, и астрономию. Это знаменитый ученый конца X – начала XI века Герберт Аурелакский, который станет папой римским в какой-то момент. И про него рассказывали удивительные вещи. Он, судя по всему, действительно, он был хорошим математиком. Ездил учиться в Испанию, в мусульманскую часть Испании, где была очень развита наука. И, в частности, он узнал там об абаке, о счетной доске, о калькуляторе, скажем так, средневековом арабском, и перенес его в христианскую часть Европы. Он использовал арабские вычисления, правда, он еще не знал нуля, но он все равно очень многое почерпнул на Востоке. И сразу, конечно, стали говорить, что он продал душу дьяволу, он колдун великий, при том, что он изучал звезды тоже, и разные астрономические инструменты он усовершенствовал. И вот эта вот репутация колдуна, она была у него, похоже, что при жизни, а после смерти уж тем более. И рассказывали, что он своей магией оживил бронзовую голову, и эта голова предсказывала ему будущее. И она ему сказала, что он умрет
в Иерусалиме, и там дьявол унесет его душу. Ну и он, естественно, решил, что он просто никогда в Иерусалим не поедет. А потом он служил мессу в одной из римских церквей и понял, что умирает. И оказалось, что это была церковь Святой Марии Иерусалимской, которую просто называли Иерусалимом. Дальше не то он попросил свое окружение, чтобы его разорвали на части, чтобы черти его не могли унести, или же говорили, что наоборот, дьявол его тело разорвал на части. В общем, что-то нехорошее с ним было. Но традиция эта осталась. И Воланд на патриарших, беседуя с Берлиозом и с Иванушкой, говорит, что я приехал в Советский Союз, потому что, говорят, у вас тут рукописи Герберта Урилакского находятся. В таком известном очень фэнтези-романе, из которого уже сериал очень интересно сделан, «Открытие ведьм», «Discovery of Witches», там Герберт Урилакский главный злодей, такой жуткий вампир. У него, кстати, тоже есть голова, которая ему там что-то предсказывает. То есть вот эти вот представления о том, что математики, они же колдуны, они же что-то такое узнают о мире, они удивительно живучи. И, конечно, любимое занятие Гарри – это квиддич, который, с одной стороны, действительно можно рассматривать просто как спорт. Спорт всегда в школах очень популярен, это все понятно, ему придается большое значение. Ну и можно было бы поставить точку. Но ведь это не простой спорт, они летают. А волшебники тоже очень часто летают. Они какими-то странными способами перемещаются с места на место. Разные способы перемещения тоже очень интересны там. Но вот полеты, не случайно только самые мощные волшебники, Волдеморт, Снейп, они могут летать уже даже и без метлы. Но в целом, значит, волшебники летают на метлах и вот играют. А почему? Ведьмы прежде всего ассоциировались где-то вот начиная с позднего Средневековья, ассоциировались с метлами. Вообще-то очень часто ведьма летает на борове, как в «Мастере и Маргарите», или на каком-то другом животном, или просто намазывается волшебной мазью из трав, который тоже дает ей возможность летать. Но вот где-то с 15 века фиксируется связь колдунов и ведьм с метлами. В середине 15 века во Франции был арестован священник, которого обвиняли в колдовстве, и он признался в том, что он действительно колдун и летал на метле. Это очень интересное и редкое свидетельство, потому что вообще-то, как мы все представляем всегда, что на метле летает женщина. Ведьма. Очевидно, это связано с какими-то ритуальными плясками, с какими-то сексуальными, может быть, игрищами и так далее. Первый случай, когда зафиксирован, так сказать, полет на метле, признание в этом признавался мужчина. Первое изображение полета на метле тоже зафиксировано в 15 веке в книге французского поэта Мартин Лефранc. Она называется «Le champion des dames», «Защитник дам», скажем так. И там изображены две летающих ведьмы, одна из них летит на метле, другая просто на палке. Как-то это тоже всегда связывалось с волшебством, и здесь очень все интересно, потому что метла – это прутики, это тоже растения, которые дают какую-то магическую силу. Это, наверное, какие-то пляски вокруг них. Мы знаем обычаи о том, что нельзя выметать ссор из избы, что тоже связано с магическими представлениями. То есть нельзя метлой вот как-то не так действовать. Нельзя из дома выметать то, что может быть использовано против нас в каких-то заклинаниях. То есть здесь с метлами все, опять же, очень непросто и не ограничивается, просто таким вот особым спортом. Ну вот что получается. Значит, я начала с того, что приключения Гарри и его друзей вписываются в литературную традицию романа «Воспитание», история о том, как подросток превращается во взрослого. И это, безусловно, так. Дальше оказывается, что вот эта традиция соединяется с совершенно другими, потому что все, о чем я сейчас говорила, о магии животных, чисел, волшебные палочки, котелки. Все это, конечно, к роману «Воспитание» никакого отношения не имеет. То есть здесь скрещены совершенно не скрещивающиеся, вроде бы не объединяющиеся вещи. Но это еще не все, потому что, с одной стороны, это книги о школе, о взрослении,
о том, как молодые люди находят себя в мире. С другой стороны, все это на фоне глубочайших и очень разнообразных ассоциаций с реальными магическими верованиями, обрядами, мифами, легендами и так далее. А на это накладывается еще представление о современном мире. Потому что вот эти молодые люди, которые живут вроде бы в таком древнем магическом мире, проходят древние обряды инициации, но они ищут себя в нашем мире. И этот мир там тоже показан. Потому что в этом мире есть бедные и богатые. И вот то, что семейство Уизли бедные, но при этом так вот они хорошо живут, они такие душевные, они любят друг друга. Не то, что Дерсли, не то, что Малфой, хотя в семействе Малфоев они тоже любят друг друга, но там другие совершенно отношения. Это часть нашего мира. То, что в этом мире волшебном есть аристократы, которые ощущают себя другими людьми, вот как Малфой, pure bloods, да, у них чистая кровь. И есть те, скажем, простолюдины, на кого они смотрят с презрением. Но это не только простолюдины. Есть множество уже исследований о подходе к расовому вопросу, к расовому противостоянию в книгах Роулинг. Потому что это перенесено уже не просто как презрение аристократов к беднякам. Там это есть, что вот да, Драко все время оскорбляет Рона и унижает его, напоминая о том, какой он бедный. А с другой стороны, он все время подчеркивает чистоту своей крови в противоречии с полукровками и с грязнокровками. Совершенно ясно, что здесь отражаются современные проблемы, связанные с расизмом, с отношениями к мигрантам, к людям других религий, другого цвета кожи и так далее. То, что Гриндеволд очень четко выстроен как фашист, не только потому, что в его имени звучат какие-то там германские отклики, но там прямо вот по датам получается, что, скажем, давно все вычислены, все эти даты поклонниками. Волдеморт начинает учиться в Хогвартсе в 1938 году, а Дамблдор побеждает Гриндеволда в 1945 году. Ну, я не очень понимаю, как все это было вычислено, потому что дат-то нет, но, очевидно, отталкивались от тех годов, когда выходили книги. Даже если эти даты притянуты за уши, то все равно и проблема бедности и богатства, и проблема расизма, и проблема отношения к чужакам. Все это там есть. Есть проблема стигмы неизлечимых болезней. И, конечно, когда развивается у тебя эта линия с оборотнями, с Люпином, начинаешь думать, скажем, об отношении к больным СПИДом, к ВИЧ-инфицированным. Роулинг сумела сделать удивительную вещь. Взять историю просто становления молодых людей, смешать ее с магическими представлениями, легендами, мифами. И сюда же, в этот вроде бы такой совершенно фантастический мир, впустить проблемы сегодняшнего времени. И сделать это так, что мир этот вполне жизнеспособен, скажем так. Здесь не торчат какие-то куски, там вот школа, вот магия, вот там аристократия. Это все абсолютно однородно, это все жизнеспособно. Мы верим в существование этого мира. Ну, потому что, в общем, она рассказывает нам о нашем мире, только в сказочной форме. И то, что добро побеждает зло, то, что в Хогвартсе каждый, кто просит о помощи, получает ее, это, конечно, наполняет всю эту историю невероятным гуманистическим звучанием. То, что произошло дальше с Джоан Роулинг в последующие годы, то, как она устояла против нескольких волн поношения, это тоже о многом говорит. Это, может быть, не связано непосредственно с развитием Гарри, а может быть и связано. Потому что с того момента, как книги стали выходить, ее начали критиковать, ее начали поносить, оскорблять, начали сжигать ее книги. И первая волна шла, ну, скажем так, условно говоря, справа, шла от христианских фундаменталистов,
по всему миру, в Америке, в России, которые говорили, что ее книги проповедуют чернокнижие, колдовство, уводят детей от истинной религии. И, кстати, продолжают говорить это до сих пор. И есть родители, которые запрещают своим детям читать Гарри Поттера, именно потому что это безбожные книги. Ну, не знаю, мне кажется, что они настолько проникнуты светом, гуманизмом и верой в добро, что любая религия должна это приветствовать. Ну, это мое мнение. Книги вышли, фильмы вышли. Роулинг превратилась в суперзвезду невероятного масштаба, в невероятно богатого человека. При этом очень интересно то, что она же продолжает писать, и она сумела сделать то, что далеко не каждому удавалось. Вот из людей, настолько прославившихся. Она, конечно, написала много книг, ну вот как бы развивающих дальше вселенную Гарри Поттера, которые мне лично не кажутся настолько интересными. Хотя понятно, что поклонники Гарри Поттера все это прочли. Она стала писать совершенно другие книги, которые тоже очень высокого литературного качества и тоже невероятно интересные. Она выпустила в 2012 году совершенно раздирающий душу роман «Случайная вакансия». Очень хороший роман. А дальше она начала создавать новую серию, которая все еще не закончена, к счастью, сегодня, и нас ждут все новые и новые книги. Детективы о Корморане Страйке, которых уже 7, которые, конечно, заслуживают, на самом деле, отдельной лекции, отдельного разбора, потому что там тоже, помимо того, что каждый детектив – это книга, от которой вообще невозможно оторваться, но там игра с разными литературными традициями, с отсылками, с аллюзиями. И главные герои, значит, Корморан Страйк и его помощница, теперь уже партнер Робин Эллокотт, они, конечно, воспроизводят Холмса и Ватсона. Хотя большой вопрос, кто из них Холмс, а кто Ватсон, потому что Страйк был в Афганистане, и Страйк был ранен. Это те функции, которые Конан Дойль придал доктору Ватсону. Там много всего другого интересного, сейчас не буду на это отвлекаться. Но факт тот, что она продолжает писать замечательные книги, и дай бог ей возможности еще писать очень долго и много. Но, как мы знаем, в последние годы на нее обрушилась совершенно другая волна критики, с другой стороны, так сказать, условно говоря, слева. Волна как раз от тех людей, очень часто, которые восхищались ей. Когда она высказалась в Твиттере сначала, а потом написала очень большое, очень интересное эссе, в котором она доказывает мысль о том, что сексуальная принадлежность – это совершенно реальное понятие, а не конструкт социальный, как считается обычно сегодня. И она написала, в частности, если секс, ну или там пол, не является реальностью, то тогда не может быть однополого влечения. Если пол не является реальностью, то реальная жизнь женщин по всему миру оказывается уничтожена. К этому моменту ее уже обвиняли очень сильно трансгендеры в том, что она их оскорбляет, унижает и не признает их право на существование. И она пишет: «Я знаю и люблю многих трансгендеров, но уничтожая понятие пола, вы лишаете множество людей возможности осмысленно обсуждать их жизни. Когда я говорю правду, это не значит, что я раздуваю ненависть». Я не берусь судить, насколько правильные представления Роулинг о том, что пол – это биологическая реальность, а не конструкт гендера, и что надо прежде всего исходить вот из этого. Я понимаю, что это сегодня противоречит очень многим представлениям. Наверное, я сразу скажу, что я полностью поддерживаю трансгендеров, у меня есть племянник трансгендер, у меня есть выпускники трансгендеры, и я всей душой желаю им спокойной, счастливой, свободной жизни. Но при этом то, что обрушилось на Роулинг, было и есть совершенно ужасающе, потому что на нее, конечно, накинулись в Твиттере, во всех соцсетях, ей писали огромное количество пожеланий смерти, оскорблений. Бывшие поклонники там сжигали ее книги. Те, у кого были татуировки, скажем, с именем Гарри, уничтожали их.
ходили на демонстрации с плакатами «Роулинг, гори в аду» и много-много всего другого. И в какой-то мере это все еще продолжается. При том, что она сделала все это обдуманно. Это тема, которая ее волновала и волнует. Она готовилась к этому, она обсудила это со своими близкими. Она сказала, что она понимает последствия, но она считала нужным высказаться. Казалось бы, то, что я сейчас говорю, может быть, к лекции о Гарри Поттере не имеет отношения. Но на самом-то деле имеет. Потому что, с одной стороны, это то, тоже через что проходит Гарри регулярно, когда все от него отворачиваются, начинают его оскорблять, презирать, смеяться над ним. В книжках потом как-то вот все выясняется, и все с ним примиряются. В жизни так, конечно, бывает не всегда. Но есть и другая вещь. Гарри Поттер, вот помимо истории о становлении, помимо магии и так далее, это книга еще о праве человека быть не таким, как все. Гарри Поттер живет до 11 лет, ощущая, что он не такой, как его окружение, и страдая от этого. И это очень хорошо видно в книге, не только связано с Гарри, но и с другими. Это то, что потом Роулинг ставили в вину. И очень многие говорили, что вот она мне показала, что я могу быть не таким, как все, а теперь она меня предала. Не сомневаюсь, что для нее тоже эти обвинения очень болезненные. Но при этом то, с какой слепой ненавистью на нее накинулось множество людей, то, как от нее отреклись, скажем, актеры, большая часть, там осталось несколько, кто этого не сделали, а вот все актеры, исполнявшие главные роли в фильмах, все от нее отреклись. Это вызывает у меня какое-то странное ощущение. И есть чувство, что ты находишься вот в книге о Гарри Поттере, где вдруг все начали любимого Гарри презирать и преследовать. В этой ситуации, конечно, особенно интересно, как недавно появился совершенно удивительный подкаст, который записала совершенно удивительная женщина. Он называется «Witch Trials of J.K. Rowling». Я бы перевела это как... Буквально это «Суды над ведьмами» J.K. Rowling. Я бы перевела это как «Охота на ведьм» и Роулинг. Записала его женщина, которую зовут Меган Фелпс Ропер. Человек невероятной судьбы. Человек, которая была воспитана в жесточайших условиях крайне радикальной фундаменталистской церкви. Наверное, правильно сказать, секта. Их там не так уж много в этой церкви. И в основном это все родственники. Церковь эта была создана дедушкой Меган Фелпс Ропер. И они верят примерно так, как верили пуритане в 17 веке. Вот шаг в сторону – ты враг. Кто не с нами, тот против нас. Все, кто живут, не следуя букве Священного Писания, будут гореть в аду. Поэтому они, скажем, ликовали, когда погибла принцесса Диана, развратница, которая посмела развестись с мужем. Они ликовали, когда умерла мать Тереза, католичка, какое бы добро она ни делала. Они приезжали на похороны солдат, погибавших в Ираке, и стояли на пути похоронной процессии с плакатами, где говорилось о том, что гибель солдат на войне – это наказание Америки за недостаточную религиозность, греховность и так далее. Они приезжали на похороны детей, которые погибали в результате стрельбы в школах, кричали: «Молитесь, чтобы погибло больше детей». Это какое-то просто совершенное безумие, при том, что внутри, как Меган Фелпс Ропер написала очень интересные воспоминания. Внутри вот этой их жизни в церкви, то есть их очень жестко воспитывали, конечно, с дисциплиной очень жесткой, телесными наказаниями, но при этом там все время говорилось, что они проповедуют любовь, они заботились друг о друге, они там помогали друг другу, помогали бедным, но одновременно вот эта вот дикая такая нетерпимость. И когда уже во взрослом возрасте она решилась уйти из этой церкви. Она очень подробно описывает, как ей было страшно, как ей казалось, что она попадет в ад, как она не могла приспособиться к новому миру. Но приспособилась. Вышла замуж, живет совершенно другой уже жизнью. И вот она написала Джоан Роулинг, потому что она решила поговорить с ней. И Роулинг ее приняла. Это очень интересно, потому что последняя на сегодняшний день книга в серии о Корморане Страйке, она вся крутится как раз вокруг абсолютно нетерпимой секты.
куда попадают разные люди. Меган Фелпс-Ропер приехала к Роулинг и записала с ней несколько выпусков этого интереснейшего подкаста, где, с одной стороны, они как бы обмениваются своим опытом жизненным, потому что у Роулинг тоже большие травмы в прошлом. С другой, Роулинг защищает свою позицию, свой взгляд на проблемы гендера, на трансгендеров и так далее. То есть она дает ей высказаться. Что особенно интересно, она интервьюирует людей, возмущенных Роулинг, бывших фанатов Гарри Поттера. Тех, кто не может понять, как женщина, написавшая Гарри Поттера, может сказать такое. И среди них есть те, кто вот говорят: все, я ее ненавижу, я не хочу слышать ее имя и так далее. А есть как раз те, кто не кричат, не сжигают книги, а кто разумно, спокойно ей возражают. Там не делается никаких выводов о том, кто прав. Вот позиция Роулинг, которая тоже спокойно, умно, интеллигентно развивает свои мысли. Вот позиция тех, кто против нее, кто тоже спокойно, обоснованно ей возражает. И, наверное, это сейчас я какую-то странную вещь скажу. В этой дискуссии, в этом подкасте живет дух Гарри Поттера. Какой-то атмосферы, царившей в Хогвартсе. Среди нынешней нетерпимости это такой глоток чистой воды и очень успокаивает. Несколько лет назад, когда детская книга «Икабод», написанная Джоан Роулинг, должна была выходить в издательстве «Ашет», сотрудники издательства, некоторая группа сотрудников издательства, в основном молодых сотрудников, заявили, что они не хотят работать над выпуском этой книги из-за взглядов Джоан Роулинг. После чего в издательстве сказали: если бы вот в этой книге было написано что-то, что трансгендеры считают унизительным, и вас бы это унижало, потому что кто-то из вас трансгендер или потому что вы поддерживаете трансгендеров, то мы бы поняли ваш отказ. Но здесь ничего этого нет. То есть вы отказываетесь просто потому, что вам не нравятся взгляды Роулинг. И дальше издательство выпустило такое заявление. Мы гордимся тем, что в нашем издательстве выйдет сказка, написанная Джей Кей Роулинг. Свобода слова лежит в основе издательского дела. Мы абсолютно убеждены в том, что каждый человек имеет право выражать свои мысли и убеждения. Именно поэтому мы никогда не комментируем личные взгляды наших авторов. И мы уважаем право наших сотрудников придерживаться другого мнения. Мы никогда не заставим наших сотрудников работать над книгой, чье содержание по личным причинам для них болезненно. Но мы проводим четкое различие между такой ситуацией и отказом работать над книгой, потому что они не согласны со взглядами автора, не связанными с книгой. Это полностью противоречит нашей вере в свободу слова. Я, казалось бы, ушла далеко от Гарри Поттера. Сначала в магию, теперь в проблемы, связанные лично с Джоан Роулинг и ее публикациями. Но у меня есть глубочайшее убеждение, что все это связано вместе. Древние верования и свобода слова, формирование молодых людей и проблемы сегодняшнего мира. Возможность существовать, когда ты не похож на других. И возможность с уважением обсуждать и твои отличия, и твое положение, и любые другие вопросы. И мне кажется, что Джоан Роулинг и ее книги очень сильно укрепляют нас вот в этом отношении друг к другу, в этом отношении к миру. И за это я ей очень благодарна. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне и тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Если вы хотите нас поздравить с Новым годом,
то, может быть, вы не забудете поставить лайк или сделать репост. А я вас всех от всей души поздравляю с Новым годом. Желаю всего самого-самого лучшего. Ну и, конечно, хотелось бы узнать, как вы относитесь к Гарри Поттеру, к Джоан Роулинг. Любите ли вы ее книги? Какая у вас самая любимая? Не любите? А почему? Конечно, рассчитываю на то, чтобы получить комментарии терпимые и уважительные. Счастливо! С праздниками!